Это канал Николая Соловьева и моя рубрика «Вкусно о полезном». Репортаж с моей кухни. Итак, про сегодняшнее блюдо дня. Готовы? Это будет яблочный пирог без муки, очень полезный, очень вкусный, из простых ингредиентов. Готовы? Давайте будем приступать. Итак, наши ингредиенты и техника, которая нам потребуется. Корица, овсянка, разрыхлитель, соль, яйца цесарки, яблоки и парочка бананов. Ну и, конечно же, я со своим умением. Так как яблоки со своего приусадебного участка, шкурку я очищать не буду, я их просто буду разрезать сначала пополам, потом на четвертинки и не спеша вырезать косточки. Вырезаем наши косточки, хвостики, другие не самые красивые части тела у яблока. Если четвертинка получается все же крупной, то мы ее делим еще разочек пополам. Все в нашу волшебную чашку большую складываем и беремся за следующее яблоко. Пополам, четвертинка и аккуратно все срезаем. Все-таки крупновато, давайте пополам. Удобнее чистить четвертинки. Самое главное искушение и ошибка любого повара, если у вас уже отмеренная граммовка, не ешьте яблоки во время приготовления, хоть они очень вкусные. Ну что, весы у нас готовы. Нам надо примерно 500 грамм яблок. Берем, отвешиваем, кидаем необходимое, крупное мельчим. Все как обычно. Так, процесс идет у нас. Если остались какие-то крупные куски, все-таки делаем помельче. Половина готова. Будем считать, что достаточно. Если у вас нарезка яблок получилась все-таки крупной, открою вам маленький секрет. Не поленитесь, сделайте потоньше. Чем тоньше рез, тем вкуснее получится пирог. Проконтролируйте каждый кусочек. Яблоки отложены в сторону. Теперь у нас такая творческая работа — измельчить овсянку. Здесь быстро работать не получится, поэтому все делаем не спеша. Вся подручная кухонная техника нам в помощь. Продолжаем процесс. Снова пара ложек в кофемолку. Давайте 3 положим. Снова закрываем все. Ну и последняя партия, как говорится, остатки сладкие. Не знаю, насколько сладкая овсянка в таком виде, поэтому мы ее тоже будем готовить.
Ну что, хозяин, готово. Итак, очередь бананьев. Бананьев у нас аж целых 2. Давайте мы их почистим, режем на мелкие кусочки и все в наш помощничек миксер. Не думаю, что это очень сложно, и кто-то с этим не сможет справиться. В ход идут главные ингредиенты, яйца. И остается это все тоже взбить нашим помощничком миксером. Итак, когда волшебная смесь банана и яйца готова, выливаем все это дело в овсяночку. Берем венчик и аккуратно начинаем перемешивать, взбивать, получая некую однородную структуру. Не спешим. В дело у нас идет разрыхлитель. Соответственно, открываем пачку. И нам надо примерно столовую ложку без горки. Думаю, достаточно. В нашу волшебную смесь. Ну а дальше процесс замешивания, вымешивания, размешивания. Итак, форма, которая смазана кокосовым маслом. Наши нарезанные яблоки. Я их аккуратненько выкладываю. И буду потом на них уже сверху наливать тесто, чтобы все хватило, все было заполнено, не оставалось пустых объемов. Поэтому давайте сделаем так. Я это попробую делать слоями. Друзья мои, ну в чем мое ноу-хау? Я понимаю, что тесто можно вылить сразу непосредственно на все выложенные яблоки. Вот теперь представьте, что хоть одно яблоко будет тестом не закрыто. Соответственно, оно в нашей духовке просто сгорит. Поэтому, чтобы у нас был баланс, мы выливаем тесто и перекладываем все слоями. Дальше идем, чтобы все пропиталось, чтобы всего хватило. Что такая творческая процедура. Так, так, так. Я думаю, вот так достаточно, и я могу вылить остатки теста. Ну что, финальная стадия марлезонского балета. Выливание и распределение нашего теста, банана яичного. Так, все пошло в дело. И теперь, как я говорил, надо все распределить, все закрыть и уже, соответственно, поставить в духовку. Ну что, все готово. Можно открыть наш шкафчик и вуаля, зарядить туда наш будущий пирог. Повар готов к последнему шагу. Разобрать нашу формочку для выпекания, отложить ее в сторону и показать вам готовый пирог. Как вам? Запах непередаваемый, будоражит аппетит и вкус, поэтому давайте будем разрезать. Ну и важный процесс, аккуратненько, чтобы нам яблоки оставить целыми, мы разрезаем, не побоюсь этого слова, произведение искусства.
Давайте. Та-да-та-та. Дорезаем до конца, чтобы нам аккуратненько снять все это дело. Все прорезал. Как вам такая история? По-моему, даже очень на тарелочку. Знаете, рука сама тянется за ложкой попробовать. Я решил взять вилочку, чтобы посмотреть и консистенцию, и все попробовать. Пробуем, что получилось. Знаете, очень вкусно. Как раз яблоки вот той готовности, которая мне нравится. Тесто очень вкусное. Я бы сказал, получилось. Вкуснота.